Это просто мега находка новых нейросетей. Видео будет достойно вашего внимания. Нейросети выходят на новый уровень и становятся прям полноценными. В этом выпуске я нашла супер полезные нейросети. Я уверяю, что тут почти каждая нейросеть будет актуальна почти каждому из вас. Поехали. Пока, но небольшой, а точнее большой анонс. Вчера запустился курс, который я записывала для AI Education по автоматизации. Мега крутой курс, где я учу внедрять 15 AI-сотрудников в жизнь, в работу или бизнес. Это те инструменты, которые действительно помогают, действительно работают, которые использую я и предприниматели в моем окружении. Ребята с прошлого курса уже запускают своих ботов, уже их монетизируют, создают сотрудников. Горжусь тем, что я создала. Продажи будут идти меньше недели, а точнее пока закроется поток, потому что у нас ограниченное количество кураторов, поэтому поторопитесь, искренне советую. А у нас еще срочный анонс по чату GPT-4. Сейчас расскажу все, что произошло, все самое главное, без воды. Но чтобы не портить ваше визуальное восприятие, буду показывать экран, не себя, потому что я без макияжа. И первая новость, это чат GPT-4 теперь бесплатный, то есть мы теперь можем пользоваться всеми функциями, которые были доступны в платной версии, бесплатно, то есть загружать картинки, PDF, общаться голосом, пользоваться ботами GPTs, все это бесплатно. Кроме того, создание GPTs тоже будет бесплатным, пока это еще платно, но на днях ожидается изменение. А теперь, в честь чего такая новость? В честь запуска новой модели от OpenAI, чат GPT-4 Omni, презентация которой состоялась 13 мая. Что это за модель, что о ней нужно знать и чем она отличается от чата GPT-4? Это новая модель, ребят. Немножечко страшно. Теперь может видеть, слышать, чувствовать, выражать эмоции как в тексте, так и в голосе. Она работает быстрее, мощнее всех своих предшественников и по тестам показала максимум эффективности. И ее API дешевле всех остальных. Теперь подробнее. То есть первое, это модель, которая теперь работает со всем контентом, с видео, изображениями, аудио. Ты можешь с ней общаться голосом, и она тебе будет отвечать. Только она теперь еще и понимает твои эмоции и твой тон голоса и реагирует на них соответствующе. Вот, например, как она отвечала на презентации. Yeah, I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Благодаря этому, кстати, теперь можно использовать ее в качестве переводчика, то есть в реальном времени она практически без задержек может переводить ваши речи собеседнику и обратно. Второе, что в ней есть еще, она может выходить в интернет и собирать информацию там. Третье, она запоминает диалоги. Четвертое, добавили новую функцию рисования и работать с изображениями. То есть модель теперь может взять кусочек текста и создать на него основе изображения, а затем вы уже можете работать с этим изображением. И API GPT-4, то есть использование чата GPT-4 вне чата, стало самой дешевой и эффективной моделью на рынке. Например, если раньше за чат GPT-4 Turbo нужно было платить $14 за миллион токенов, то теперь за чат GPT-4o всего $7. И также OpenAI обновили интерфейс самого чата GPT и выпустили десктопную версию на Mac. Ну как вам новости? Ну а пока поехали на нейронках. Итак, первая нейронка творит настоящую магию, ребят. Благодаря ней можно создавать полноценные клипы. Можно сказать, это Sora только в бета-тесте. Так, на минималках. Хотя, может быть, и на минималках, потому что действительно, как работает Sora, мы до сих пор еще не видели. Потому что вы видели в интернете, это смонтировано. Так, по секретику. Я встречалась с людьми, которые знают лично разработчиков. А эта нейронка почти бесплатная. Короче, эта нейронка может создавать полноценные клипы под вашу любимую песню. Она прям подбирает в такт музыки, картинки, она анимирует их, подбирает подходящие сцены. А на выходе вы получаете прям полноценный клип, который можно еще и скачать без всяких водяных знаков. И здесь неважно, используете ли вы текстовые подсказки, либо загружаете свои картинки. Сервис идеально подойдет для музыкантов, креаторов, маркетологов, контент-мейкеров и даже просто людям, которые хотят сделать кому-то подарок. Готовы посмотреть, как это работает? Автоматизируемся через Discord. Кстати, здесь можно создавать клипы как на веб-версии, так и в Discord. Я буду выбирать веб-версию. Далее вводим текстовый запрос, описываем желаемый стиль, видео или атмосферу. У меня идея создать клип, как меняется мир и как ИИ будет менять жизни людей. Задумка такая. Сначала я хочу видеть кадры с 80-х годов, где не было таких технологий. Потом постепенно кадр переходит в наш мир. И все это под музыку, которую я еще и сгенерировала в другой нейронке, называется Суна.
Сюда, кстати, можно загрузить еще до 3 изображений, например, с вами или желаемыми героями, которые тоже должны быть в клипе. Нажимаем «Сгенерировать» и происходит магия. Я вижу, как происходит процесс генерации, как появляются картинки, которые сгенерировал ИИ. Потом открывается редактор, и можно поменять теперь любые сцены, если они нам не понравились. Я здесь поменяю несколько сцен, где плохо сгенерировались люди, вот здесь вот у кого-то 2 ноги, например. И вот такой вот результат получается. При старте нам дают 20 кредитов, где 1 кредит, 1 генерация. И в том числе и регенерация, если вам что-то не понравилось. Да, здесь используются мощности меньше, чем Sora, поэтому бывают артефакты в кадрах, но здесь это можно регенерировать, чтобы кадр стал лучше. Следующий инструмент от создателей TikTok, ребят. И это просто мега находка. Называется она COS. И здесь можно создавать ИИ-агентов. Можно создавать ботов в Телеграме, в Инстаграме, можно добавлять разные плагины. В этих ботов можно загружать свою базу знаний. Можно создавать ботов, помощников, продавцов, аналитиков, которые будут поддерживаться ИИ. И можно создавать голосовых помощников. Этот инструмент, кстати, подробно разбираем на курсе и учим создавать разные автоматизации. Следующая нейросеть как раз больше подойдет для компаний, организаций, особенно на русскоязычном пространстве, которые хотят, чтобы их сотрудники внутри компании использовали нейросети, такие как ChatGPT, только которая будет научена под них, под компании, под сотрудников. Эта платформа называется AI Просто, и это отдельная платформа, которая предоставляет API-ключи от тех или иных моделей, такие как ChatGPT, Midjourney, но только без ограничений, а с возможностью полноценно пользоваться функционалом той или иной модели. То есть здесь мы покупаем ключ от нужной нам модели, например, OpenAI, и открывается весь ее функционал. ChatGPT, Vision, где можно загружать картинки, PDF, понимает и воспроизводит голос, есть поиск в интернете. И здесь, кстати, остались плагины, которые убрал OpenAI. И мне понравилось, что здесь доступны плагины именно от профессиональных разработчиков. И можно добавлять свои плагины, либо плагины других сторонних разработчиков, которые вам понравились, но которых нет на платформе. То есть здесь как бы идет полная кастомизация под тебя и под твою компанию. Здесь можно создавать своих натренированных агентов, и плюсом для компании является то, что эти натренированные агенты доступны только для тебя или для твоих сотрудников. То есть твои данные не отправляются в OpenAI, соответственно, простые пользователи не могут их украсть. А если нужно повысить лимит, когда ты обучаешь того или иного агента, вы можете связаться с компанией, с разработчиками и заказать необходимое количество токенов. И здесь не нужен VPN, и можно настроить платформу прямо под себя на нужный тебе язык. На арабский, на китайский, итальянский, русский, то есть полностью вся платформа будет на твоем языке. И почему говорю для компаний, здесь есть опция корпоративного обучения. То есть вас, ваших сотрудников, компанию обучат настроить эту платформу под себя и научиться ей пользоваться. А для продвинутых пользователей в программе можно заказать у них API-ключи от таких моделей, как Джипу, это, кстати, китайская мощная модель, конкурент OpenAI, Moonshot, Google, Amazon Bedrock и Perplexity. Достойно внимания, проверяйте, смотрите. Следующий AI-тул тоже мега-находка, вообще множество нейросетей будет мега-находками. В этой программе можете создавать профессионально выглядящие дизайны, инфографики, графики всего за несколько минут. Здесь много очень шаблонов, графиков, иконок. Можно создавать карточки, чек-листы, обложки, вообще все, что связано с инфографикой. И что мне еще понравилось, то что после того, как ИИ сгенерировал тебе инфографику, здесь можно всячески ее дополнять, кастомизировать, добавлять всякие разные элементы, менять тексты, картинки, двигать и так далее. Плюс здесь можно интегрировать сложные данные в понятные визуализации, редактировать видео, сделать транскрибацию, автоматически генерировать субтитры. В общем, мега-инструмент, я сейчас вам покажу. Вот, например, я пишу промпт, создай мне топ-5 способов монетизации с помощью AI. И получаем готовую инфографику, причем не какой-то рандомный текст, а прям готовый текст, который я могу использовать на нужном мне языке. И если мне не понравился этот шаблон, то слева здесь есть возможность выбрать другой. Просто нажимаешь на него, и весь текст переносится на другой шаблон. Вот, например, уже другой шаблон, вообще просто полноценная инфографика, которая стоит вообще у дизайнеров сейчас денег. А это сделано ИИ за 3 минутки. И потом, если нужно что-то поменять, ты просто нажимаешь на редактор, и все, и меняешь текст, картинки, добавляешь что-то новое и так далее. Можно добавлять разные еще и диаграммы и скачивать бесплатно в PNG формате. Кстати, вот вам несколько способов монетизации такого сервиса. Здесь я прочитаю.
можно уже начинать предлагать услуги по созданию визуальных материалов для малых и средних предприятий, которым нужны как раз вот такие вот профессиональные инфографики, презентации, постеры, но у них нет своего дизайнера. Можно создавать визуалы для соцсетей, предложить услугу по управлению соцсетями. Можно создавать и продавать персонализированные шаблоны, инфографики, презентации и другие документы. Особенно это полезно для каких-нибудь специфических узких ниш. Ребята, следующая нейронка — это новая нейросеть для путешественников. И это, пожалуй, самая продвинутая сейчас нейросеть на сегодняшний момент для путешествий. И фишка данного сервиса является то, что это еще и можно монетизировать. Через минуту расскажу как. Вы влюбитесь в эту программу, я влюбилась. В этом сервисе можно полноценно организовывать себе путешествия. От выбора места до отелей, до бронирования билетов, такси, ресторанов и так далее. Это все в одном приложении. Это не будут простые советы, это будут конкретные действия. ИИ сможет вам забронировать номер, билет, отель, ресторан и так далее. План путешествий составляет сами. Что нужно сделать? Все происходит здесь в формате чата. Вы, как и турагенту, просто объясняете ваши хотелки. И это еще все бесплатно, в отличие от туроператоров. Вот, например, я пишу: я хочу поехать на Шри-Ланку из Пхукета, посетить красивые места, жить в небольшом домике на пляже, поесть вкусных морепродуктов. Планирую на 14 дней на одного человека. И сначала AI подбирает билеты на самолет, причем он говорит, как дешевле будет улететь, предлагает несколько вариантов, говорит, сколько это займет времени, показывает маршруты на карте, и в этом же предложении можно сразу же это оплатить. Затем сервис подбирает жилье по запросу. Все это с фотографиями, с описаниями, с отзывами, ценами, то есть это, полноценное приложение, все в одном. Затем он предлагает выбрать какие-то рестораны в программу путешествий, предлагает организовать несколько экскурсий. Ты выбираешь, и он уже сам заносит это в программу. Потом предлагает варианты передвижения на острове, спрашивает, как вы планируете передвигаться, такси, автобусы. И после того он составляет себе календарь твоего путешествия, что будет, зачем идти. Все, маршрут готов, можно оплачивать билеты и просто выезжать. И помимо этого, этот маршрут можно отправить тому человеку, с кем ты собираешься в путешествии, и у него это занесется прям в календарь. И фишка сервиса, что здесь можно посмотреть разные путешествия других людей, какие маршруты они выбирали, их впечатления и так далее. И на этом можно зарабатывать. То есть вы загружаете ваш маршрут, и если люди пользуются вашим маршрутом, вы с этого получаете проценты. Чем больше людей, тем больше вы зарабатываете. Мне очень мега понравился этот сервис, начну его тестировать, потому что путешествую я прям очень часто. Вот сейчас я буквально в Канаде, завтра я вылетаю уже в Париж. Следующая нейронка для автоматического создания видеоконтента. Называется она Aftershot AI. И здесь можно создавать уникальные короткие клипы для платформ YouTube или TikTok. Эта нейронка, она автоматизирует весь процесс от написания сценария, создания изображения до монтажа и публикации прям видео в канал с готовыми заголовками и обложечками. И здесь не нужно волноваться за авторские права, потому что каждое видео, которое она создает, оно уникально. Как она работает? В окошке выбираем тему, язык ролика, продолжительность, голос диктора. Первый, кстати, звучит неплохо. Нажимаем «Создать». Видим, пожалуйста, title «Таинственный мир растений», captions, сценарий, когда оно будет запущено, и даже создается обложечка к этому видео. И вот такое вот видео получилось. В мире растений существует изумительное явление – феномен аллелопатии. Этот механизм позволяет растениям влиять на окружающую флору и фауну через химические вещества. Некоторые растения способны вырабатывать вещества, замедляющие рост конкурентов, обеспечивая себе преимущество в борьбе за свет и питательные вещества. Приложение не бесплатно, то есть можно один раз генерировать одно видео, но скачать его нельзя, только за подписку. Подписка у нас стоит $19. И, пожалуй, еще одно из минусов будет то, что хотя здесь и есть возможность редактирования, но основная часть процесса контролируется нейросетью. Следующее. Я нашла нейронку, которая будет транскрибировать аудио, видео на разные языки в разных форматах, и она также может переводить транскрибацию на другой язык. Например, видео на английском, а вы хотите текст на русском. Она может транскрибировать подкасты, аудиозаписи, голосовые сообщения и превращать это прям в готовые транскрибации. Что мне понравилось, что она транскрибирует супер точно, даже в очень сложных видео. И она поддерживает 100 языков. Эта нейронка использует как раз технологию Whisper от OpenAI. Называется она MacWhisper. Как она работает? Просто перетаскиваете файл в приложение, она быстро превращает его в текст. Твои данные никуда не отправляются, и работает она без интернета.
Официальная версия будет ссылочка под видео, но я еще нашла упрощенную версию, которую они залили на Hugging Face. Она там бесплатно, можете ее протестировать. Сейчас я покажу результат. То есть я вставила ссылочку на видео, где выбрала шорт с супер нестандартными словами, которые YouTube, например, не транскрибирует. И смотрите, она перевела слова с точностью в 100%. В ролике было много терминологии с нестандартными словами, например, как мозговыносящее. YouTube такие слова не считывает. Из минусов может быть, что в тестовой версии, не в официальной, за которую нужно платить $20, но платятся они навсегда, то есть один раз и все, навсегда и пользуйся. В тестовой версии нет доступа к более крутым языковым моделям. И напоследок 4 очень интересные и полезные нейронки. Например, первая нейронка — генератор иконок сразу в PNG. Она абсолютно бесплатная, тут даже не нужно регистрироваться. Все, что нужно сделать, это просто зайти на сайт, написать все, что ты хочешь сгенерировать, например, стикер, персонаж, предмет, и все. Выбираешь стиль, нажимаешь кнопку «Сгенерировать» и готово. И потом просто можешь ее скачать без каких-либо ограничений. Вторая нейроночка — это Image Downloader. Полезное расширение для Google Chrome, которое позволяет скачать все картинки с сайта. Например, зашли на какую-то Instagram-страничку, либо Facebook-страничку, вы хотите скачать сразу же много фотографий. Устанавливаешь расширение, выбираешь понравившиеся картиночки и просто одним кликом скачиваешь все сразу. Или просто заходишь на любой сайт, который понравился, нажимаешь на иконочку расширения, и все картинки отображаются сразу же там. Достаточно просто выбрать какие, и они скачиваются. Этот сайт определенно заслуживает места в вашем браузере, потому что здесь собраны почти все инструменты работы с ИИ, вы его просто полюбите. Здесь не нужно регистрироваться, и это все еще бесплатно. Это очень удобно, когда ты знаешь, что у тебя есть целый сборник таких разных ИИшек, и ты в любое время можешь к нему обратиться. Вот, например, список тулзов, которые здесь есть. AI-писатель, генератор контента, генератор абзаций, генератор интро для блога, копирайтер, генератор рассказов, персонажей, сюжетов, комиксов, сюжетных подсказок, диалогов, стихов, ритмов, хайку, рэп-лирики, письмо с обложки, рерайт, переписыватель предложений, переписатель эссе, ИИ-суммировщик, сценарист, описание продукта, автор ответов на Quora, спичрайтер. Здесь очень много уже натренированных моделей под разные задачи. И если вам нужно что-то на русском, то вы пишете просто промпт и потом напишите «дай ответ на русском языке», потому что иногда он отвечает на английском. Класс, круто, благодарочка, лайк. И под конец нейроночка для любителей изменять свои голоса. Называется она SuperTone Shift, и это программа, в которой можно изменить свой голос в реальном времени, например, вот так вот. Эта нейронка бесплатная, так как она сейчас находится в бета-тесте. Как работает? Просто заходим на сайт, нажимаем «Скачать», после установки выбираем голос из библиотеки и просто говоришь, и программа в реальном времени меняет твой голос. Из минусов здесь пока что доступно только 10 голосов, и она не работает напрямую с мессенджерами, например, с Телеграмом. Ну что, как вам это видео, как нейронки? Пишите, какая нейронка вам больше всех понравилась и вообще, что вам хочется видеть в выпуске. Я выберу участника, подарю подарочек и сделаю 50% скидку на курс. Место одно, пиши в комментариях. Не знаю, просто у меня сегодня хорошее настроение, мы в горах и хочется, чтобы больше людей внедряло AI. Ну все, покедово!